Всем добрый день, но сегодня он не очень добрый. Вышла вот такая вот статья. А вы знаете, если в Ирландии начинают, да, официальные лица заявлять какие-то серьезные вещи, то, возможно, в той или иной мере, да, эти решения будут либо приняты, либо как-то их изменят, да, но все равно что-то будет в этом направлении протекать, какие-то решения. Либо сейчас, либо позже. И конечно, звоночек для украинских беженцев не слишком хороший, ребята. Эта новость вышла 9 октября 2024 года. Записываю я видео 10 октября. Что здесь в этой статье, да, рассказывается? То есть это официальная, да, как говорится, газета Ирландии. Ссылка в описании будет, статью можете сами почитать. Irish Times. Гражданам Украины, прибывшим с марта следующего года, то есть 25 года, не будет предоставлено размещение по новому плану. Понимаете, уже давно гуляют новости по сети, да, то есть в СМИ, я имею в виду, в журналистике, да, о том, что готовится план, какой-то переходной период для украинских беженцев, которые находятся в Ирландии. И здесь, да, вот эти вот осторожные высказывания в этой статье указываются. Вот, например, дополнительные возможности включают введение правил максимального срока пребывания, ориентированного на выезд украинцев, которые находились в государственном жилье дольше всего. То есть живете вы там уже 2 года, да, все, вы покидаете это жилье и на ваше место заселяют кого-то другого, а вы уже едете сами на вольные хлеба. То есть тенденция, вы понимаете, да, и вот здесь внизу министрам сообщили, что ведется изучение политических рычагов для сокращения числа украинцев, проживающих в государственных домах. То есть вы понимаете, что уже разрабатываются, уже люди сидят, которые заняты вот этим вот всем, да, тем, чтобы каким-то образом не то, что уже поток, да, уменьшить, он и так уже уменьшился, а чтобы снизить количество украинских беженцев, которые находятся сейчас в Ирландии. И такие заявления, они, конечно, украинцу не греют душу, и он немножко начинает, да, все понимать, и начинает быстрее суетиться, что-то делать, искать работу, жилье сам, да, потому что других рычагов, чтобы остаться, нету. И плюс не забываем главного, что я хотел сказать прямо сейчас. Ирландия может просто по щелчку вот так вот пальцев закрыть полностью практически доступ украинским беженцам в Ирландию. Каким же способом? Не забываем, что Ирландия не входит в шенгенскую зону. И когда началась полномасштабное вторжение, война в Украине, то что сделала Ирландия? Отменила визы. То есть визовый режим для украинцев она отменила. Вот почему украинцы спокойно могут приезжать, выезжать, никаких вопросов к ним нету. Как только Ирландия отменит вот этот безвизовый режим для украинских беженцев, то все, по факту, вы только можете податься, да, там, на международную защиту, либо приехать по рабочему контракту. Как турист очень сложно получить там туристическую визу и так далее. То есть вот этот рычаг у Ирландии, он, поверьте, он в рукаве, он в козырях. Почему они пока не отменяют? Потому что защита еще, ну, temporary protection, да, еще работает. Нет смысла этот протокол отменять. То есть, ну, не забываем, что защита максимум до 26 года. Это уже 100%, потому что, чтобы продлить дальше, там уже нужно голосование. А вы знаете, и нужно, чтобы все страны Евросоюза проголосовали за. Одни нет, решение не принимается. И я понимаю, для чего все это делается, подогревается потихоньку, да, вот это информационное поле, чтобы украинцы понимали, что время тик-так, вот уже 2,5 года, да, как я в Ирландии, время вот так вот пролетело тоже просто по щелчку пальцев, я не успел оглянуться, уже 2,5 года, до 26 года просто рукой подать, 25 уже наступает на пятки, так что сейчас мы обсудим, что же в этой статье указано, рассказано, что хотят политики сделать с украинскими беженцами, какие у них претензии, да, и очень важная, кстати, информация о том, сколько же людей начали получать пониженные выплаты. Вбросили информацию тогда, да, в СМИ, и все так там, ну, доброжелатели в кавычках обрадовались, там больше 20 или 25 тысяч будет получать сниженные выплаты. А не-не-не,
в конце статьи я вам покажу, сколько украинцев все-таки получают вот эти вот пониженные, стало получать с сентября пониженные выплаты. Украинцы хорошо подсуетились, молодцы, нашли работу, либо попереезжали в АРП жилье, то есть они хорошо подсуетились, и вот это количество людей, которые получают пониженные выплаты, просто вас поразит. Оно намного меньше. Продолжим буквально через минуту. Попрошу каждого, кто еще не подписан, подписаться на канал, поставить колокольчик, чтобы не пропускать мои видео, так как большое количество пользователей, да, и тех людей, которые смотрят мои ролики, вы не подписаны. То есть, если вы хотите оставаться в курсе событий, да, того, что происходит в Ирландии и вообще в мире, то подписывайтесь на канал. А также, если вы хотите найти жилье в Ирландии, да, у вас сейчас проблемы, и вы хотите найти жилье в Ирландии, становитесь моим спонсором, нажмите «Стать спонсор». Спонсорство от 99 центов. Я записал специально для спонсоров вот скриншот моего нового ролика, который доступен только для спонсоров моего канала. Я там рассказываю, где я живу, где я нахожусь, в каком каунте, каким образом моя семья нашла жилье. Я расскажу, где найти жилье за 700 евро, где найти таунхаус за 950 евро. То есть там есть модель, да, которую я выработал. Там есть ссылки на агентства недвижимости, которыми я пользовался. Я оставил там ссылки, да, в описании к тому закрытому ролику, который доступен только спонсорам. То есть подписывайтесь и увидите все, что, да, я делал для того, чтобы найти жилье в этой прекрасной стране. То есть тут есть не то, что дешевое жилье, но есть доступное жилье. Просто нужно делать, да, все разумно, да, и с некоторыми, с некоторой, да, такой формулой, да, которая мне лично помогла. Мое видео может, конечно, вам не помочь, да, 100%, это все индивидуально, но я думаю, что мои советы и опыт, все-таки он будет полезен для многих, тем более тех, которые впервые хотят снять себе жилье в Ирландии. Прочитав эту статью, конечно, шок, я немножко шокирован, да, что такие прям радикальные действия хочет, да, осуществить Ирландия, да, ну вообще я понимаю, что это неофициальное лицо, да, там другие какие-то сенаторы либо депутаты это, да, обсуждают, то есть я понимаю, что это не официальная пока есть линия, да, правительства, но все-таки это говорят люди, которые относятся, да, к управлениям этой прекрасной страны, то есть они там, они внутри, и они знают в колуарах, да, в застенках правительства, что, о чем говорят люди, о чем шепчутся, то есть, значит, все-таки это на каком-то уровне обсуждается, что-то решается, и я понимаю, что всем нам, тем, кто находится сейчас в Ирландии, нужно, конечно, максимально быть на пульсе событий и читать, и максимально быть в новостной повестке, то есть погружаться. Вот почему я каждого прошу подписаться на мой канал, чтобы вы всегда были в курсе всех тенденций и событий, которые происходят в Ирландии. Заявляет здесь такое: в соответствии с предложениями, разрабатываемыми высокопоставленными должностными лицами правительства, вы понимаете, да, вот это уже фраза о чем говорит, то есть о том, что только что я сказал. Не просто так, необычные люди, просто с Мейн-стрит какой-то, да, там их спросили, их мнение. Нет, это люди, которые относятся к управлению этой страны. Новоприбывшим из Украины не будет предоставляться жилье с марта следующего года, то есть имеется март 2025 года. Я, конечно, в этом очень сильно сомневаюсь, это первое. С марта 26, когда отменится temporary protection, вот это вот реально. Но с марта 25 нет, я, конечно, это сомневаюсь, в этом очень сильно. Надеюсь, что так и будет. Также попрошу поделиться этим видео с теми, кто собирается только в Ирландии, чтобы они понимали, какие настроения здесь сейчас насчет украинских беженцев. Да, не все очень стабильно, не все очень уже френдли, то есть все уже настроено на то, чтобы людей понемножку выталкивать, да, немножко сократить количество украинцев в Ирландии. Это было, конечно, ну, предсказуемо, потому что страна маленькая, людей очень много приехало, и многие до сих пор сидят еще на шее у государства. Эти меры являются одними из целей ряд мер, которые государство рассматривает в рамках попытки сократить в ближайшие месяца число украинцев, проживающих в финансируемых
государством жилье. Уже и так закрываются максимально эти все контракты, не продлевают ни в отелях, ни в хостелах. Но, видите, еще хотят сократить, еще хотят людей отправить в эти лагеря, переселить, да, перемешать их с международниками. То есть максимально сделать условия, которые будут неприемлемы, ну, обычно, ну, человеку, который прожил, да, например, смотрите, в комфорте, в отеле, например, каком-то, да, и там нормально все было хорошо, свободно, нормально, переводят его туда, и там такие, знаете, такой all-inclusive в кавычках и такая мини-тюрьма. Уехать нельзя, выехать нельзя, больше суток нельзя, питание только то, что дают, 38 евро в неделю и все, то есть что ты на них можешь купить. Ну ладно, child benefit тоже платят. Я, кстати, меня многие поправляли, ты забыл это указать. Ну, не забываем про то, что не все с детьми в этих лагерях. Есть и женщины, девушки-одиночки, есть мужчины-одиночки, то есть они child benefit не получают. Так что это не на всех распространяется. Да, те, кто семьи, те, кто мамочки с детьми, они получают еще на каждого ребенка 140 евро раз в месяц, в первый вторник каждого, да, ну, нового месяца. И 38 евро 80 центов на себя и 29 евро еще дополнительно в неделю на ребенка. Да, но все равно это деньги копеечные по меркам Ирландии и нормального существования. Это называется так, ну, просто ни о чем. Это в прямом смысле даже не выживание, это, ну, этих денег вообще ни на что невозможно, не хватит просто. Я не представляю, как люди там живут и едят обратно же ту еду, которую им дают, да, бесплатно. Но вы же понимаете, вкусы разные. То ли человек сам себе готовил 2 года, а потом его перевезли вот такой вот, да, лагерь, как он себя чувствовать может. Ну, это очень, мне кажется, большой, огромный стресс, но обратно же мы тут все не на курорте, так что, если не нравится, то можно поменять страну, можно уехать обратно в Украину, это уже дело каждого, но я говорю, как оно есть, я лично бы в таком лагере жить не смог, просто вот, вообще не представляю, как там люди живут, как у них вообще эмоциональное и моральное состояние, когда ты, да, не свободный по факту человек, хотя ты в безопасности, ты убежал от бомб, сирен, но ты морально ты не свободный человек, ты подчиняешься, да, каким-то правилам, которые тебе навязали. Так что, ну, я не знаю, ребята, держитесь, конечно, крепитесь. Для меня это было неподнятое, ну, я не смог бы эту ношу на себе нести. То есть жить в этих лагерях это, ну, нереально. Да, известно, что чиновники рассматривают и другие варианты, в том числе введение новых правил максимального срока пребывания, ориентированного в первую очередь на выезд украинцев, которые находились в государственном жилье дольше всего. Там вначале я прочитал, это такой заголовок, да, то есть смысл того, что да, чтобы делать ротацию максимально. Пожил, больше ни на что ты не претендуешь, до свидания. Кто-то скажет, ну уже 90 дней уже сделали, да, но вы не забывайте, что 90 дней это только лагеря, а есть много людей, которые живут в отелях, в хостелах, переделанных спортзалах, монастырях, дома престарелых, модульные дома и так далее. Это тоже считается размещение до государства. И там вот эти 90 дней, там не введено вот это правило. То есть там огромное количество людей, которые живут по вот этим вот, в этом еще жилье, и их не касается 90 дней. Вот видите, что они хотят сделать. То есть проживаешь там, например, год, да, либо 2, все, ты лишаешься, и мы на твое место либо другого, либо просто место, да, остается свободным, и нагрузка на бюджет прекращается. Вы можете понять, что вот это очень важно, что это касается тех, ребята, если вы видите меня с отелей, с хостелов, там, где у вас 90 дней, да, еще не работает вот эта вот фишка, да, как в лагере, то, как говорится, вам приготовиться максимально, то есть запасные варианты лучше сразу уже ищите какие-то, то есть жилье, работу, потому что рано или поздно вот это будет сделано. 100%, я вам говорю, ну, от этого не уйти. Temporary Protection закончится, и никаких, если не будет никакой выработан план, то, ну, нет никаких легальных способов остаться просто и пользоваться всеми благами Ирландии не будет ни у кого. Как-то так. На прошлой неделе Кабинета министров сообщил, что ведется изучение политических рычагов для сокращения числа украинцев, проживающих в государственном жилье, и стимулированным переходом к независимому проживанию. Вот про что я только что сказал. А вы, кстати, в комментариях пишите свое мнение. Как вы думаете, ведут они такие ограничения в марте 2025 года, либо вы думаете в марте 2026, либо ничего не ведут, и все будет как было, и еще, может, добавят выплаты, добавят, может, еще
еще омаров, там, не знаю, просека. То есть, ну, вы напишите свое мнение, потому что оно важно. Это, конечно, сарказм, но просто есть люди, которые реально жесткие, есть, конечно, пессимисты, оптимисты, да, но есть такие люди, которые прям утверждают, что после 3 лет уже и гражданство дадут, и паспорта раздадут, и вообще уже все. Я что-то слишком сомневаюсь в таких вот перспективах, да, и таких планов. Я думаю, таких планов в правительстве нету, потому что 100 тысяч человек и просто раздать им паспорта, но это, ну, это не то, что маловероятно. Таких прецедентов просто нету пока есть в мире, чтобы вот так вот людям, которые даже там, да, это не то, что в Израиль там люди приезжают, да, если там у тебя какие-то дальние родственники там, и ты получаешь израильский, да, паспорт, как, ну, и в других странах, да, если там у тебя дальний родственник, ты можешь податься там на воссоединение семьи и так далее. Мы здесь никто, какие родственники, мы вообще другие люди, вообще другая нация, национальность, мы не имеем никакого отношения. То есть, чтобы здесь остаться, нужно быть каким-то специалистом, либо нужно что-то сделать для страны, чтобы здесь закрепиться. Пока есть украинцы здесь, мало кто, да, сделал достаточно, чтобы получить, я считаю, гражданство. Ну, дальше посмотрим, что будет. Список возможных мер, обсуждаемых высокопоставленными чиновниками, также включает прекращение предоставления жилья украинцам, зарабатывающим выше определенного порога на основе экономического профилирования. А про что это говорит, ребята? А вы не задумайтесь, что вот это вот прямой уже тык пальцем в ARP. Что сказали? Будет проверка нуждаемости. Вот я думаю, что вот это вот и случится с ARP. Проверка нуждаемости. Работаете. Все, просто вот эти 800 будет платить уже не государство, а просто сам человек, который там живет. Это уже первое. Также модульные дома, да. Живешь ты в модульном доме, работаете вы, то, извините, вы уже будете за него платить, ну, обычную, да, там, среднюю цену по комнате, да, по вашему каунте, вашему городку. То есть вот это все эти формулировки, это называется «приготовьтесь». То есть приготовьтесь, понемножку мы будем что-то для вас интересное вводить, какие-то ограничения, какие-то новые, да, платежи. Рассматриваемые меры обсуждались с высокопоставленными должностными лицами, но пока не были широко распространены среди министров и не обсуждались правительским комитетом по Украине, который занимается вопросом размещения лиц, ищущим убежище и беженцев. То есть пока да, есть люди, которые обсуждают, но пока четкого плана нет. Я понимаю, что туда наверха уже на гора, да, тем боссам самым главным там и премьер-министру присылает уже окончательный такой, да, отшлифованный формат документа, то есть какого-то, да, постановления и так далее. То есть это пока только, знаете, в каком-то комитете это рассуждается, обговаривается. Число украинцев, проживающих в местах размещения, поддерживаемым департаментом интеграции, за последние месяцы значительно сократились и составили 35 833 человека по сравнению с 58 830 человеком годом ранее. Вот про вот этих людей мы только что и говорили, что вот эти люди живут в государственном жилье, которое пока не подлежит вот этим вот ограничениям в 90 дней. 90 дней это всего лишь сколько там, 4 или 5 вот этих вот лагерей. Все. Вот это вот люди, которые старые еще приехали, зафиксировались, и их пока не коснулось. Их только, многих коснулись только пониженные выплаты. А так как они жили, так и живут, в принципе, бесплатно в этом временном государственном жилье. И вот только что мы говорили про то, что, возможно, ведут либо плату для тех, кто работает и живет в таком жилье, и обратно же, если ты долго в нем живешь, там же говорили, да, про период, то хотят людей оттуда, ну, выселять. То есть ты прожил уже достаточно год, либо два, все, ты его покидаешь, и на вольные хлеба нет, извини, значит, на улицу, либо домой, либо меняй страну. Понимаете, то есть 35 тысяч, почти 36, это огромный пласт, это огромное количество людей, ребята. И вот этих, и я понимаю, что это говорят уже про них больше, не про лагеря. Лагеря уже максимально уже уравнялись с международниками. Лагерей уже новоприбывших можно уже не трогать. Буду трогать вот этих вот. 35 тысяч. Тут говорится больше про вот эту вот категорию граждан, которые проживают в Ирландии. Украинцы автоматически получают временную директиву о защите, которая позволяет им жить и работать в Европейском Союзе. Эта директива должна закончиться в марте 2026 года. И на официальном уровне ведется подготовка к этому. Ребята, все уже ведется подготовка. Все.
подготовочка ведется, так что не нужно обратно же одевать розовые очки. Кому фартануло, да, в Ирландии вот эта практика, вот эти фразы, и вот это все вот это работает так, да. Кто первый, того и тапки. Это правда было, есть, вот так вот, да. Кому фартануло, то смог, кто успел первый, ну, тот как-то закрепился и уже не парится. Лично я и моя семья, мы не волнуемся о том, что мы тут останемся, либо нет. Мы останемся, я знаю это 100%, потому что, ну, знаю, кто хочет зайти и послушать немножко больше, узнать про меня, обратно же подписывайтесь, становитесь моим спонсором. В первом видео, там, где я рассказывал, да, про рент, ну, за сколько мы снимаем жилье, как найти дешевое жилье, я там немножко рассказал про себя и про то, что я не парюсь. Почему? Потому что, знаете, есть такое старое слово «маза», знаете, есть просто люди, которые, да, ну, которые, ну, не по моей линии, да, по жене линии, они здесь уже давно, больше 20 лет, то есть люди с гражданством, и если надо, то они помогут, на поруки возьмут, туда-сюда. То есть вы понимаете, что мне беспокоиться по всем вот этим законам нет смысла. Мы живем независимо, мы работаем, мы платим сами за себя, а до государства мы ничего не получаем, кроме пока есть medical card, которые у нас есть, и, кстати, нам их продлили, не знаю, удивительно, ну, продлили, значит, мы имеем на это право. Так что я не волнуюсь, я хочу вас всех подготовить к тому, чтобы те люди, которые хотят остаться, чтобы они максимально себя настраивали на то, что скоро все бесплатное и халявное закончится, и нужно самим постараться, чтобы здесь остаться. И самое, конечно, последнее, да, самое топовое, это тут, ну, тут рассказываю про то, что людей новеньких перевели на вот эти выплаты, бесплатное жилье 90 дней, 5 этих лагерей, туда-сюда, это понятно. Но самое интересное, ребята, помните, указывали, что с сентября больше 20 тысяч будут пониженные выплаты получать. А по итогу, что мы получили, ребята? Сентябрь 5067 человек всего лишь перешли на вот эти вот выплаты. Вот что в начале видео я говорил. Украинцы подсуетились, дай боже, просто молодцы, красавцы. Вот это респект, знаете, фраза жареный петух, да, в жопу клюнул, и тогда человек начинает двигаться. Это всегда мне так мама говорила. То есть, когда, говорит, жареный петух тебя клюнет, тогда ты начнешь, говорит, двигаться. И так оно и есть, это реально работает, видите, должно быть 20 тысяч, если я не ошибаюсь, реально, ну, там, или до 20, или даже больше 20 должны были получать пониженные вот эти выплаты с сентября, а оказалось всего лишь 5000, вы представляете? То есть минимум в 4 раза, либо в 3 количество людей, которые должны пониженные выплаты получать, они как каким-то образом смогли раздуплиться, раскачаться и найти себе работу, либо переехать в ARP, либо самим снять жилье. То есть молодцы, респект, уважуха. И статистика гласит о том, что украинцев больше уже работает, да, это молодцы. Ну, как говорится, все равно есть те, которые до сих пор сидят на шее у государства уже не один год и не собираются шевелиться. Они как будто на курорте и думают, этот курорт продлится для них вечно. Ну, вечного ничего не бывает, и рая на земле тоже. Так что нужно, да, готовиться к худшему, и жалко тех людей, которые живут какой-то, знаете, той 15-летней еще жизнью, выплаты, он гуляет, все хорошо, то есть ему уже там, не знаю, за 40, да, а он до сих пор думает, что вот эти вот 2-3 года лакшери жизни, они продлятся теперь до конца в Ирландии. Нет, в Ирландии можно очутиться и на улице, в палатке, и в спальном мешке, поверьте, вот так вот. И все, и ты будешь в шоке. И потом все твои хорошие возгласы насчет Ирландии превратятся в критику. Но обратно же, тебя же предупреждали, тебя все предупреждают, government, пресса, блогеры, да, влогеры, в интернете везде все пишут, что во всех группах говорят, готовьтесь к тому, что скоро все закончится, берите все в свои руки. Но вот этот вот показатель, ребята, это респект, молодцы, от души, ребята, украинцы, мы умеем, как говорится, подстроиться, если нужно, то как говорится, если нужно, если захотеть, то можно в космос улететь. Как-то так, вот такие вот новости. Пишите комментарии, что вы считаете, будет реализовано, что нет. Я, конечно, думаю, что такой жести, как вообще не предоставление, да, украинцам
жилья, да, не будет, потому что это только возможно после 26 года. В 25-м такого не должно быть, я думаю. И надеюсь, что не будет, потому что все-таки война продолжается, и людям нужно убежище, людям нужен тот угол, то жилье, да, то место, где не будет ракет, не будет сирен, не будет бомб, не будет криков, а будет какая-то спокойная, нормальная, размеренная жизнь. Всегда на связи, держу в курсе.